что мне с тобой делать? Чё там грустишь, Александр? Да вот, купил на аукционе какой-то просто кусок кала. Я вообще не понимаю, оружие не стреляет, не убивает вообще никого. Я уже на 15-й точил и что только просто не делал. Все равно ничего не получается. Я не знаю, может ты посмотришь ее, ты вроде в этом как-то понимаешь, может что-нибудь исправишь, а? Да, тут только интегралы считать. Давай. Стоп. Ну вот, смотри. Говорю же, науки взял, и что-то меня походу обманули, она не убивает, это... Прицел до головы апать пробовал? Да, был я его до головы, что я по голове стрелять не умею? Ты видел наши головы вообще, они квадратные все. Ну что-то не верю тебе, не верю. Ты, слушай, ну, я ж тебя обманывать не буду, что мне? Так. Ну да, балансик порушен. Ну, я же говорю, что-то не так. Все, забирай свою рухлядь. И это все, да? То есть... Да, это все. Вот так вот просто, да. Окей. А вы что думали? Действительно так просто будет, да? Доброго времени суток всем обитателям кубического ЧЗО. На связи комьюнити-менеджер команды Эксбо Татоя Тата. Этот патчноут хочется начать с прожатия F в память о буре, елочке и всей вот этой новогодней атмосфере. Многие из нас получили от этого достаточно щедрого ивента то, что хотел. Кто-то флексит новым уникальным броником, кто-то выбил себе долгожданный ФАМАС или ГЛОК, а кому-то даже повезло найти во время бури целое состояние. Легендарный вихрь! Клянусь мамой! Шаг тупой. У меня легендарный... Тише. Пойдем. Мы будем помнить все эти замечательные моменты в ожидании следующих новогодних праздников. Но грустить уж точно не стоит. Зона вновь заиграла зелеными красками, а растения покрылись молодой листвой. В кубическую ЧЗО пришла весна, а вместе с ней появились слухи о каком-то новом механике по прозвищу Арсен, у которого можно улучшить некоторые виды вооружения. Об этом чуть подробнее вам расскажет один из наших геймдизайнеров, Солянара. Здравствуйте, меня зовут Сергей, ник на форуме Солянара, я геймдизайнер студии Эксбо, и я тот человек, который приложил свою руку к разработке такого проекта, как Арсенал. Арсенал — это проект, который был изначально создан отделом баланса для того, чтобы улучшить снаряжение 22-23 тира до Т-24, которое представлено на данный момент у нас в бартере, для того, чтобы старые единицы вооружения донатного догнали бартерные аналоги. И мы решили не просто улучшить оружие тем, что щелкнули и оно стало 24-м тиром, а сделать из этого геймплейную активность. Для того, чтобы, например, улучшить ваш скараж до скараж Арсенала, вам нужно сделать несколько действий. Во-первых, вам нужно попасть на локацию лабиринт или тихая заводь, найти на данной локации сигнал. Этот сигнал создаст нору, через которую вы сможете попасть в мастерскую Арсенала. Дальше вы должны поговорить с торговцем и узнать, какие конкретно предметы он принимает в данный день. Для того, чтобы получить репутацию Арсенала, вам нужно принести эти предметы в этот день и отдать их ему. За это вы получите его респект. После чего, когда вы наберете 10 тысяч его респекта, вы сможете улучшить любую из перечисленных у него единиц снаряжения до уровня снаряжения Арсенала. Но в таком случае на вашем оружии потеряются синие точки, также у вас потеряется от кого было получено оружие и когда было получено. Все предметы, которые нужны будут Арсеналу для его нужд, можно будет получить в открытом мире, оформляя различные активности, либо же приобретая данные предметы на аукционе. Единственное, в чем нюанс, это весь список предметов сейчас предоставлен не будет, для того, чтобы игроки сами изучили, что конкретно нужно Арсеналу в тот или иной день. Также в Арсенале можно будет улучшить не только донатное снаряжение, но и квестовое оружие Руна и снайперскую винтовку Волна. Но единственный нюанс, они появятся не сегодня,
а возможно в следующей итерации или даже раньше. Эх, лежит у меня в загашнике пару пушечек. Надо будет к этому Арсену заглянуть, пусть посмотрит, что с ними сделать можно. И кстати, Сережа, как очень скромный человек, не упомянул, что из-под его геймдизайнерского пера вышла парочка корректировок заданий с доски объявлений, которые вам явно должны понравиться. Особенно то, что для выполнения еженедельного задания «Забот полон рот» теперь нужно выполнить не 30, а всего 15 ежедневок. Спасибо тебе, Серега, огромное. Не обошлось в этом патче и без балансных правок. Из примечательного, волнующего аудиторию, урон у ПКП не трогали. Немного подняли горизонтальную и обычную отдачу. Адепты ПКП пока живем. Многим пушкам уменьшили время доставания и прицеливания, что явно должно улучшить динамику в ПВП. Давненько, кстати говоря, у нас не было правок по артефактам. Изменениям подверглись такие артефакты, как многогранник и змеиный глаз. Изменения в битвах подразделений вы можете видеть на своих экранах. Отдел саунд-дизайна также решил ворваться в этот патчноут со своими изменениями. Теперь при стрельбе низкий уровень патронов в магазине сопровождается звуковой подсказкой. Звук не является явным и не считается полноценной механикой, которая нацелена на иммерсивное дополнение к звукам выстрелов. Также уменьшена громкость звуков попадания по различным поверхностям. Обновлена озвучка аномалии «Разряд», «Омут», «Волчок» и «Застой». Новогоднее радио, игровое меню и гитарные мелодии заменены на стандартный набор. Среди прочих правок появилась возможность помещать блинчики и ножки в дополнительный слот, крайне приятное изменение. Для любителей немножечко повзрывать добавили возможность смены боеприпаса подствольного гранатомета по аналогии смены боеприпаса основного оружия. Разрядить же подствольный гранатомет теперь можно при нажатии ПКМ по оружию в инвентаре. Были обновлены модели некоторых ножей и сумки трансформера. При установке модулей на верхнюю планку АК-15 с обликом Zivkaz Hornet теперь снимается и мушка. Были добавлены новые пресеты анимации на некоторые виды оружия ближнего боя. Изменена модель дымовой гранаты на РГД-М. Добавлена возможность покраски Шорти 590. Обновлены текстуры и маски покраски винтовки Гаусса, CR-380, АК-308, АК-12 и РПК-16. Обновлены маски покраски ЛР-300, ХК-417, XM8, XM8S, ВСК-94 и 9А-91. Скорректированы анимации LR-300. При улучшении ключницы ключи больше не пропадают. Ну и урон от батута был ликвидирован. Теперь урон наносится только от падения. Такие дела. Ну а на сегодня все. Я побежал к Арсену. Как-то это странно звучало, да? Ну да ладно, вы меня поняли. Всем пока. Увидимся на просторах кубического ЧЗО.